Степан Ильич жил на кордоне один. Из собеседников только старый пес да лесные обитатели, которые захаживали к его дому. Одной из таких гостей была хромая лиса, которую Ильич прозвал Плутовкой. Она потеряла часть лапы в старом капкане еще пару лет назад и с тех пор частенько крутилась возле человеческого жилья в надежде на легкую добычу. Ильич ее не гонял, иногда подбрасывал обрезки мяса, но всегда держал ружье наготове. Мало ли, зверь есть зверь. В то утро Степан Ильич вышел на крыльцо, собираясь в обход. Мороз едва прихватил траву, и в воздухе пахло первой зимой. Плутовка уже ждала его. Но вела она себя странно, не прыгала в сторону при виде человека, а сидела прямо на тропинке, ведущей к сараю. В зубах она сжимала что-то темное и тяжелое. «Опять чего-то утащила, воровка?» — усмехнулся старик, поудобнее перехватывая двустволку. «Ну-ка, брось сейчас же». Лиса, словно поняв команду, сделала пару шагов к крыльцу, положила предмет на доски и, хромая, отбежала к забору. Она не уходила, а замерла, внимательно наблюдая за реакцией человека. Степан Ильич наклонился и поднял предмет. Это оказался массивный серебряный портсигар. Вещь была старой, покрытой слоем черного налета и въевшейся земли, словно она десятилетиями лежала в сырой почве. Видимо, лиса нашла его в размытом овраге или старом блиндаже, которых в этих лесах со времен войны осталось немало. Старик зашел в дом, положил ружье на стол и начал бережно счищать грязь с металла. Серебро неохотно подавалось, но вскоре под пальцами проступил четкий рельеф. Это была гравировка. Степан надел очки, поднес портсигар к свету и вдруг почувствовал, как сердце предательски кольнуло, а ноги стали ватными. На крышке, среди витиеватых узоров, было выгравировано: «Сыну Степану, вернись с победой. Октябрь 1941». Ружье, прислоненное к краю стола, с грохотом упало на пол, но старик даже не вздрогнул. Перед его глазами поплыли картины из далекого детства. Осень 41-го, плач матери и суровое лицо отца, который уходил в ополчение. Отец пропал без вести в первых же боях под этими самыми лесами. Мать всю жизнь ждала его, не веря похоронкам, и завещала Степану: «Ищи, сынок. Земля все помнит». Степан Ильич стал егерем именно поэтому, чтобы быть ближе к той земле, которая забрала его отца. 60 лет он ходил по этим тропам, заглядывал в каждую воронку, но лес молчал. И вот теперь, когда силы уже на исходе, дикий зверь принес ему весточку, которую он ждал всю жизнь. Старик вышел на крыльцо. Лиса все еще сидела у забора. Ее желтые глаза светились каким-то странным, почти человеческим пониманием. «Спасибо тебе, Плутовка», — прошептал Степан, утирая невольную слезу. В тот вечер в лесу было необычайно тихо. Старик сидел на пороге, прижимая к груди холодное серебро, которое хранило тепло рук его отца. Он понял, в природе нет случайностей. Лес долго хранил эту тайну, но когда пришло время, он выбрал самого ловкого посредника, чтобы вернуть сыну его имя. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.